Друзья, урок номер 3. Спасибо за ваши подписки. Они помогают создавать контент намного быстрее. В этом уроке мы разберем программу OpenAI ChatGPT, пройдем регистрацию, настройки самые основные и позадаем вопросы. Посмотрим, как эта программа вообще работает, что в ней есть. Поехали. Друзья, ссылка на ChatGPT находится здесь. Когда вы приходите в это окно, пока еще без регистрации, вы уже можете опробовать этот продукт. Позадать различные вопросы, получить какие-то ответы. Мы, в принципе, здесь останавливаться долго не будем, но это как бы классная такая вещь, чтобы его как-то протестировать, да, попробовать, нужен ли он вам вообще. Ну, я уверен, что он нужен, поэтому мы нажимаем вкладку «Логин», и видим несколько выборов логина. Я советую использовать, конечно же, Google. Почему Google? Так как в будущем мы будем использовать различные AI-сервисы, и эти сервисы будут, как правило, использовать Google авторизацию. Чтобы вам не создавать большое количество аккаунтов, вы с одним аккаунтом можете зайти в разные сервисы. Вот. И более того, я советую именно для этого урока создать отдельный Gmail аккаунт для того, чтобы он был такой чисто для использования AI. Почему я рекомендую создавать различные профайлы, и зачем это вообще нужно, я объясняю в своей книге «Как не стать банкротом». Поэтому прочитайте, найдите эту главу по безопасности. Я там детально и подробно объясняю, для чего это нужно. Поэтому щелкаем на первую кнопку и переходим уже в сам чат GPT. Ребят, попали в основное окно. Можем заметить, что оно видоизменилось. Я, как и говорил, я буду использовать продукт версии Pro. Сразу же переходим в настройки. Для того, чтобы работать с чатом GPT, нам нужно его настроить. Для того, чтобы убедились, что я использую аккаунт Pro, вот он находится здесь. Да? Заходим в аккаунт, и вы здесь видите свою подписку. Я, как и говорил, рекомендую использовать Plus-версию, но если вы прям не хотите платить, пока еще не знаете, нужен ли вам чат GPT, то, пожалуйста, используйте бесплатную, возможно, вам ей будет и достаточно. Почему именно так, я объясняю в уроке номер 2. Давайте начнем с первой вкладки, и мы видим системные настройки. Я всегда выбираю темный цвет, мне так удобнее работать. По языкам я стараюсь выбирать всегда английский язык. Есть причины, почему. Английский язык, он основополагающий в системе машинного обучения, много сервисов работает с ними, поэтому, когда вы делаете запросы на английском языке, ему более понятно. Перед тем, как задать какой-то вопрос, я вообще рекомендую, если вы используете русский либо другие языки, перевести на английский и задать вопрос у самого чата. Это не только касается чата GPT, это касается и других продуктов. У них очень разная поддержка разных языков, но английский, он всегда поддержан, так по назовем дефолту. Он всегда там будет и будет сделан самым лучшим образом. Поэтому, если вы еще не знаете английского языка, я вам советую начать его также изучать. Можете попробовать русский язык, но это на ваше усмотрение. Я все буду делать на английском, чтобы получить самый лучший результат. Есть вкладка «Нотификация», пока она нас не интересует. Одна из самых важных вкладок вкладка персонализации. Отключаем Memories, да, она нам пока не нужна. Что это за функция, можно прочитать в настройках, да. Вот, открываем сайт и читаем. Основная штука, что вы, когда много работаете с чатом GPT на какую-то одну тему, он запоминает ваши чаты, запросы, пытается как-то персонализировать, будет искаться в вашей предыдущей базе, да, запросов, что вы делали. Имеет смысл, если у вас очень большой продукт, да, и вы работаете над продуктом каким-то, потом вы все это можете очистить, я покажу где. Я пока его не использую, для урока нам не нужен, поэтому я советую ее отключить. Основная вкладка — это инструкции. Вот эти инструкции — это, в принципе, скажем так, золотой лайфхак этого урока. Я их выложу в своем телеграм-канале. Зачем они нужны? Когда вы приходите в сервис OpenAI и начинаете спрашивать любой запрос, он не знает, в каком формате вам его выдавать, как глубоко вам нужно, в принципе, получить ту либо иную информацию, как ее анализировать. Поэтому вот эти базовые инструкции, они очень сильно изменят вашу жизнь. В будущем вы сможете их сами кастоматизировать, как-то видоизменять под вашу определенную задачу. Эти инструкции помогут вам уже с первого дня ощутить очень серьезный результат, когда вы будете работать с чатом GPT. Я их выложу в своем телеграм-канале. Вы их просто скопируете и вставите, как они есть в настройках.
и вы сразу же увидите большую, огромную разницу, уже то, что вам будет выдавать ChatGPT, и как он это будет делать. Что-то я поменяю, но в целом у вас останется вот такая вот инструкция. Поэтому это нужно запомнить, это основополагающее. А также есть коннекторы. Вот как раз таки, когда мы будем работать с Gmail, да, мы будем подсоединять наши имейлы и будем смотреть, как он их анализирует. Это для будущих уроков. Пока нам это не нужно. Двигаемся дальше. Настройки. Хотите получать какое-то сообщение там в 8-9 утра, там о погоде, какие-то новости, сводку новостей, не знаю, какую-нибудь шутку, да, все это, кстати, у меня в Телеграм-канале. Вы можете сделать себе так называемый schedule, такое расписание, и OpenAI под какое-то расписание будет выдавать вам определенный запрос. Очень интересно давать там сводку по перелетам, скорее всего, если это персонализированное. Может, какие-то рецепты вы хотите получать новые. Как правило, это очень классно для актуальных данных. Данные, которые нужно искать там каждое утро, либо каждый день, она имеет какой-то очень большой резонный смысл. Часто люди делают для образования. Хочу выучить там несколько новых английских слов. Давай, пожалуйста, во вторник одни слова, там в четверг другие и так далее и тому подобное. Для разных целей. Если вам нужно, пользуйтесь. Я лично это не использую, мне это не пригодилось. Data Control. Значит, здесь вы можете именно поудалять все ваши чаты. Я это делаю раз в месяц. Вам советую также делать где-то раз в месяц, раз в неделю. А для чего это нужно? Забивается система запросами, более удобно потом пользоваться, чуть быстрее интерфейс. В принципе, ваши старые запросы уже вам не особо нужны. Но если вдруг так понадобилось, что они вам нужны, можете их экспортировать и использовать потом в других продуктах. И я это делаю раз иногда в неделю, иногда раз в месяц, или когда выходят новые модели по чату GPT. По безопасности тоже очень важно. Всегда советую использовать такую мультифакторную авторизацию. Ставите галочку, настраиваете. Для урока, возможно, не понадобится, но если вы уже прям персонально какие-то вещи спрашиваете, не хотите, чтобы ваши данные куда-то утекли, либо были украдены ваши пароли, то советую ее поставить и пройти эту авторизацию. Вот. Ну и опять мы возвращаемся к вкладке «Аккаунт». В аккаунте мы опять же видим, что у нас аккаунт Pro. Вот здесь стандартные базовые настройки. Вот, ничего интересного, поэтому, в принципе, с настройками мы закончили. Так, друзья, давайте пройдемся по интерфейсу, я покажу главные кнопки. Значит, одна из основных кнопок — это выбор модели. У вас есть выбор моделей, и с каждой из них мы сегодня попытаемся поработать в очень интересной игре. Я советую вот использовать модели O3 для того, чтобы вы могли, скажем так, получить максимум от этой системы, да, проверить ее, как бы, скажем так, крутость, да, насколько классно она может выдавать те либо иные запросы. Я покажу чуть попозже, как это делается. Вот, все остальные модели уже, они под какую-то определенную задачу. К примеру, ChatGPT 4.5, вот в моем опыте, он такой более креативный. Если вам нужно какую-то идею интересную придумать, креативную, используйте модель 4.5. Вот O3 очень сильно отстает. Вот, обзоры на модели, да, я буду делать постоянно и на YouTube-канале, и также буду делать обзоры в Telegram-канале. Если вы хотите получать актуальную информацию, прямо вам важна актуальная информация на сегодняшний день, всегда подписывайтесь на мой Telegram-канал, там она будет. YouTube-ролики будут выходить чуть-чуть попозже, особенно с новостями. Так, дальше мы открываем наш интерфейс и смотрим, да, то есть какие-то чаты, я не буду сейчас по всем чатам проходиться, вот, здесь есть другие продукты, Sora, операторы, кодекс, да, но это, по сути дела, где сохраняются ваши чаты, то есть когда мы сейчас начнем работать с разными моделями, мы попробуем открыть чаты с нашей историей. Поэтому эту вкладку, как правило, я закрываю, но чтобы создать новый чат, мы нажимаем вот на эту кнопку, и у вас появляется новый очищенный чат. В принципе, это все пока по интерфейсу. С библиотекой мы работать не будем. Можете делать поиск по чатам, если хотите. Он очень, на самом деле, такой удобный, понятный. Все основные настройки, скорее всего, вы найдете. Вот. Дальше по интерфейсу, более такому углубленному, можно посмотреть здесь, да. То есть помимо вашего запроса всегда есть так называемые инструменты.
О каждом инструменте я поговорю в отдельности, и мы сделаем какие-то, возможно, обзоры. А для вашего первого вот такого главного урока мы затронем Deep Search и Web Search, да, так как его используют больше всего. Если вам нужно сгенерить картинку, ну вот просто нажмете сюда, сделайте какой-то запрос, он вам сгенерит картинку. Мод агента, он чуть-чуть новый, пока он работает нестабильно, мы его в этом уроке трогать и не будем. Также это касается и Search коннекторов. Это, в принципе, задача на следующий уровень. Немного я расскажу о Canvas, но ничего такого особенного в нем нету. Тут можно поговорить, да, то есть можете надиктовать, и также можете голосом пообщаться с чатом GPT. Я голосом не общаюсь, но если вам интересно вечерком посидеть и с кофе позадавать вопросы, пройти какую-то психологическую сессию, да, там получить какой-то урок, он с удовольствием для вас это сделает. Также есть кнопка называется Temporary Chat. Я пока ее не использую, в уроке она нам не понадобится, поэтому на свое усмотрение. Хотите, пользуйтесь, хотите, нет. Ну что ж, ребят, я думаю, что есть смысл сделать запрос. И перед тем, как мы будем делать запрос, я сделаю так называемую игру. Мы же пришли сюда потестировать систему, мы пришли ее изучить, поэтому я открою 3 разные вкладки. Вот. И задам вопрос тот же самый 3 разным моделям. Обычно я делаю так для того, чтобы получить некую консультацию. Берем самые новые модели, да. Ну, я бы попробовал бы 4 мини, если мне нужно было написать код, да. И я хочу попробовать модель 4.5, да, и мы сравним, в принципе, результаты вариантов ответов, да. О3, модель Pro, она чуть работает дольше, поэтому я буду задавать ей какие-то вопросы, и мы будем ожидать ответа чуть дольше, а потом мы его просмотрим. Какие запросы, какие ответы мы получаем, в принципе, от разных моделей, также есть у меня в Телеграм-канале. Я там пишу каждому посту, там есть свои редакторы, вот, и как, в принципе, генерируют разные модели, как генерируют разные шутки, там это очень интересно, да, насколько они профессионально это делают. Почему это есть в Телеграм-канале? Потому что вы сможете сразу же протестировать, да, уровень моделей, там, чувство юмора, к примеру, насколько они детализированы, да, насколько хорошо они там выдают те либо иные топы. Вот, это чтобы вам просто самим не делать эту работу, оно есть в Телеграм-канале, можете просто вот прощелкать, посмотреть, да. Появится новая модель, я сразу же ее добавляю, и мы можем с ней напрямую работать. Так, ребят, наверное, первый запуск, который хочу сделать, он понадобится вам чаще всего. Вы не хотите читать статью, да, и вы хотите получить какой-то обзор на эту статью, да, либо описание этой статьи, чтобы потом понять, нужно ли вам ее читать. Поэтому я возьму вот такой вот запрос и скажу: кратко, возможно, в 80 словах, либо меньше, попробуй и опиши эту статью. Расскажи, что в ней самое главное. Я сейчас копирую статью. Статья о потере веса. И мне интересно, что она сама нам выдаст. Также я это сделаю в 3 разные модели. То есть я копирую, оставляю модель Pro, я вставляю модель O3 и вставляю модель 4.5. Так, теперь будем ждать. Ребят, давайте начнем с модели 4.5. Мы, в принципе, видим, есть обратная связь, да. Вот. Для того, чтобы просто получить результат на русском, вы можете написать вот так. Translate to Russian, да, к примеру. И он приведет вам результат на русский. Вот. В принципе, все модели справились неплохо, да, какие-то есть, возможно, неточности, но я советую вам самим протестировать. Мы сейчас тестируем систему, я показываю, как с ней работать. Мы не разбираем, это не урок по промпт-инжинирингу, он у нас будет в следующий раз, а вот сейчас мы просто учимся с ней работать. Вот, вы получили ответ, да, отлично, и потом дальше вы решаете, нужно ли вам с этим работать. Кстати, хочу заметить, что O3 Pro, она еще работает. Давайте подождем и посмотрим, что она нам выдаст. Так, ребят, вот мы вернулись, и мы получили запрос обратно от чата GPT O3 Pro. Смотрите, в принципе, у него похожие результаты с O3, поэтому, когда вы задаете такого рода вопросы, и вам не нужно анализировать прям глубоко, и ответ должен быть короткий, я не рекомендую использовать O3 Pro. Скорее всего, он вам во многих задачах не понадобится, я его только рекомендую использовать, когда вы делаете какой-то большой ресерч,
или у вас огромная статья с размером в книгу, тогда, наверное, он сделает анализ более глубоко. Либо ответ от О3 модели вас не сильно устроил, и я разницу очень сильно в этом заметил. Это касается каких-то аналитических данных. Вот, значит, следующий запрос, который я хочу сделать, мы сделаем только в две модели О3 и сделаем модель 4 О5. Я хочу, чтобы модель мне рассказала о том, почему у нас небо голубое, и выдала ответ на русском. Но в этот раз я добавлю Web Search. Что это такое? Он этот ответ, либо этот запрос попробует поискать где-то в интернете. И потом вернется к вам с ответом. Давайте посмотрим, как это работает. Нажимаем Web Search там и там. И смотрим, какой нам будет результат. Вот. Как вы видите, всегда модели О3, они так называемые модели reasoning. Они думают, они анализируют. Под капотом у них еще много разных запросов, идет различные другие модели. Он пытается лучше сгенерировать запрос на какие-то разные сайты. Вот. Он настолько уже умен, чтобы это сделать более правильно. Поэтому и ответ от него мы ожидаем такой более расширенный. Хотя, вот, как вы видите, модель 4.5 поработала намного быстрее. Она проверила у нас, получается, один сайт и выдала вам какой-то ответ. Сейчас проверим, что сделает же модель О3. Вот, видите, он был чуть-чуть умнее. Вот, он выдал нам два ответа и на английском, и на русском, да. Он проверил намного больше сайтов. И это самое главное, ребята, потому что когда вы работаете с бесплатными моделями, да, вот можно сказать 4.5, вы получите вот такой вот ответ, скорее всего. А с платными моделями вы получите более развернутый ответ. И для этого у нас действительно существует платная и бесплатная версия. Плюс и там еще есть градация. Более платная, да, я люблю она называть VIP-версия. Поэтому перейдем на наш третий запрос на проблему Deep Research. Сейчас объясню, что это такое. Ребят, будем сейчас делать ресерч, но перед тем, как мы делаем какую-то новую задачу, хочу вас еще научить самому главному. Нужно очищать свой чат, потому что вот эти предыдущие запросы, они важны, когда вы начнете задавать уточняющие вопросы, либо когда будете получать какие-то уточняющие ответы. Поэтому, когда вы, в принципе, начинаете новую задачу, я очень часто люблю окно очищать, да, поэтому давайте мы ее очистим. Давайте обратно вернем на модель О3 и попадем, наконец-то, на предмет ресерча. Значит, что такое ресерч? Ресерч — это такая штука, которая позволяет вам искать информацию по большому количеству сайтов. У OpenAI есть свои закрытые источники. Как правило, они сейчас пытаются пользоваться открытые источники. Это более углубленный поиск по алгоритмам только известным OpenAI, да, но результаты здесь очень хорошие. Если вам нужна какая-то более детальная информация, возможно, информация какая-то историческая, то вы всегда будете использовать Deep Search. Есть ограничения по Deep Search, вы не можете использовать его часто, поэтому, когда вы нажимаете на эту кнопку, думайте о том, сколько раз вы бы хотели бы получить тот или иной ресерч, такой более детальный, да, по какому-либо вопросу. Я сейчас выбрал поиск по теме healthy food, да, еда, которая полезна для здоровья. И попросил OpenAI просканировать. В данный момент мы выбираем по дефолту интернет, да, за 6 месяцев, что у нас есть, да, какие статьи, какая информация по этой теме. Я буду теперь спрашивать модель О3. Начнем с нее. Я также спрошу модель 4.5. Вот. И мы с вами спросим модель О3 Pro и сравним их результаты. Так, ребят, перед тем, как мы погружаемся в сам Deep Search, ChatGPT любит задавать уточняющие вопросы. Вот О3 задал вот такие вот вопросы. Он хочет спросить о том, мы ищем все различные артиклы, тренды, либо новости. Узнаем, что у нас хочет спросить 4.5, какие-то новые, возможно, указы, регламенты.
Вот, возможно, какие-то кейсы от ученых. Так, что у нас хочется узнать о 3? Возможно, какие-то новые продукты и так далее и тому подобное. Я сейчас не буду отвечать на эти вопросы, я скажу, просто напишу general, общий research, да, я ввожу general, вот, везде. То есть что хочешь, что, в принципе, то мне и выдавай. То есть чтобы этот урок пошел чуть быстрее. Вот, начался research, вернемся с ответами чуть попозже. Так, ребята, у нас уже вернулся наш ресерч, и давайте посмотрим ресерч, который сделал ChatGPT версии 4.5. Он проверил 23 ресурса, все различных, да, они различные ресурсы, вот, выдал нам ответ, вот, в принципе, он достаточно такой маленький ответ, не подробный, но все равно для ознакомления, я думаю, это неплохо. Дальше смотрим, что сделала модель O3. O3 проверил уже 24 ресурса. Кстати, хочу заметить, что каждая модель использует информацию из других ресурсов. Это очень важно. Поэтому, когда вы делаете ресерч, я обычно загружаю 2-3 модели и, возможно, использую другие продукты. Вот, для того, чтобы получить более такой детальный ответ и более расширенный ответ. Вот. Он тут загруппировал, да, предоставил какие-то данные, вот, что интересно почитать. В принципе, очень неплохо он справился. И что сделал O3? O3 выбрал 15 ресурсов, да, вот они здесь. Вот, и они также другие. Заметьте, что ресурсы, да, как правило, другие. Для этого и используются различные модели. Это как 3 разных мнения, да, и мы теперь узнали, как разные модели думают. Но я сейчас дам лайфхак. Значит, для того, чтобы как-то вот эту всю информацию быстро прочитать, да, она бывает очень такая большая, долгая, я копирую всю эту информацию в модель O3, да. Также могу забрать этот запрос, могу не забирать, но для примера я это сделаю. Вот. И заберу модель, вот эту информацию, да, из модели O4. И теперь я попрошу модель вначале сделать анализ по моему ресерчу. То есть я попрошу выбрать элементы, которые важные, создать свой собственный рейтинг и отсортировать по этому рейтингу. Давайте посмотрим, что у нас выйдет. Подобные задачи лучше задавать модели O3, она быстрее, но, как правило, если вам нужно подождать, если у вас есть время подождать, вы можете использовать модель O3 Pro. Вот. Пока модель у нас анализирует информацию, я также хочу вам рассказать о том, что можно использовать так называемые картинки. Вы можете добавить в картинку запрос, да, какой-то файл, и этот запрос у вас исполнится. Я попробую сейчас сделать такой запрос. Я вот очищу это окно, поставлю модель O3 в данный момент и выберу файл. Давайте выберем какую-нибудь картинку. Вот я выбрал картинку Джек Спарроу. И что я попрошу сделать? Provide any information about this picture. Представь какую-либо информацию по этой картинке. Все, подождем, пока в этом табе будет работать наш ChatGPT O3. Вот, и смотрите, у нас мы возвращаемся к модели O3, которая должна составить свой рейтинг. И вот таким способом вы можете делать, в принципе, огромное количество работы уже на данном этапе. Всегда спрашивайте у модели, чтобы она ее отсортировала. Можете задавать все различные критерии.
Вот. Об этом мы будем все больше и больше говорить, в промпт-инжиниринге. Вы там сможете сами, составлять свои собственные запросы. Я расскажу, как это делать, более глубоко, чтобы получать самый крутой ответ. Но, вот уже на сегодняшний день, вот эта штука работает прям отлично, и вы можете быстро, очень быстро сделать какую-то работу. К примеру, если вас попросили сделать какое-то задание, да, вы не эксперт в каком-то вопросе, быстро закинули запросы в research, в разные модели, комбинировали их в одном, выдали какой-то скор, и уже вы, в принципе, можете быть, ну, не экспертом, но выдавать какие-то уже интересные инсайды. Вот, так, давайте посмотрим, что модель нам вернула, да, она дала нам описание картинки, вот, может быть все что угодно. Иногда вы можете попросить, чтобы эта модель рассказала, что находится на этой картинке, да, если это персонаж, какую мысль, возможно, он выражает, как он выглядит, все остальное, да. Но к чему это подвожу? Вы можете сюда прикреплять любые файлы, не только в принципе, картинки, могут быть и файлы, связанные с аналитикой. Все это будет разбираться в наших последующих уроках, а вот, на уроке, третьем я советую попрактиковаться с основными функциями чата GPT. Давайте еще раз пройдемся, что это за функции. Это простые запросы. Дальше используйте Web Search, попробуйте Deep Search, да. Вот, создайте картинку сами, мы не будем на этом, тратить, наше время. Вот, можете подобавлять какие-то файлы, тоже позадавать вопросы по этим файлам. Самая последняя функция Canvas, она интересна, когда вы пишете какую-то статью, да. Что она делает? Давайте попробуем, написать какую-то статью о какой-то либо теме. Write an article. Какой-то, about soccer game, да. Какую-то статью о игре в футбол. Вот сейчас модель O3 будет думать. Ребят, получили ответ, и теперь у нас появилось вот такое вот окно. Мы должны его открыть, и это, в принципе, наша какая-то статья. Теперь, чтобы мне что-то отредактировать, да, я могу попросить ChatGPT отредактировать только какое-то место, к примеру, да. Я говорю: "Отредактируй пункт 6". Change item text or на что-то еще. Поменять статью, да, вот, 6 на что-то еще. Вот, она взяла и поменяла мне, 6, да, пункт. Поэтому, Canvas используется тогда, когда вы хотите написать некую статью, сделать какие-то изменения в статье. Вы можете указать, что конкретно вы хотите поменять. Очень удобно работает. Там, допустим, если вы пишете какое-то сочинение либо какую-то работу, вы можете попросить его проанализировать и потом уже как-то точечно это уже рекламировать. Есть другие опции, мы о них чуть позже поговорим, они более детальные в Canvas. Я не думаю, что это прям такой крутой инструмент, потому что он, наверное, для написания статей прям нужен. Вот, я большой пользы и от него для себя лично не увидел. Намного удобнее пользовать обычные окна, да, которые мы делали. Ну, это лично для меня. Вот, но мы обязательно еще Canvas разберем. Все,